Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Начиная анализ, разбор фильма Роберта Эггерса «Ведьма», я попрошу вас вспомнить, как Калеб с отцом отправляются в лес на охоту, и отец неудачно стреляет в зайца. А вернувшись домой, мальчик врет матери, что они ходили не в лес, а в долину, где он якобы видел яблоню, чтобы набрать яблок. При этом Калеб произносит фразу: «Яблони не было, но я ее точно видел». С одной стороны, эти слова можно понимать просто как попытку обмана, чтобы скрыть свой поход в лес. Но с другой стороны, именно эта фраза может быть и своего рода метафорическим ключом к пониманию фильма Роберта Эггерса. Ничего не было, но кто-то это точно видел. Что же имеется в виду? Роберт Эггерс в своем фильме «Ведьма» демонстрирует зрителю целый ряд причин, ситуаций, обстоятельств, в которых женщина могла стать ведьмой, по сути, ею не будучи. В жанровом отношении фильм Роберта Эггерса «Ведьма» обычно определяется как фолк-хоррор или как мистический фильм ужасов. Но я полагаю, что «Ведьму» Эггерса вполне можно отнести к жанру психологического триллера с элементами хоррора. Ведь фильм очень интересен с точки зрения анализа истоков и обстоятельств того психоза, который известен в истории как охота на ведьм. В фильме Эггерса правдиво и реалистично показано, как именно и почему женщина могла оказаться ведьмой. Но прежде немного о подготовке и съемках фильма. «Ведьма» – это дебют Роберта Эггерса как сценариста и режиссера в полнометражном кино. И он крайне ответственно подошел к созданию сценария своего фильма. Эггерс изучил великое множество разного рода исторических текстов, документов, судебных протоколов. Большинство фраз и диалогов в фильме «Ведьма» скопированы, взяты из реальных исторических источников. К съемкам Эггерс тоже готовился долго и крайне тщательно. Им были исследованы экспозиции и фонды нескольких американских и британских музеев. Весь предметный мир фильма «Ведьма» в точности соответствует исторической реальности. Эггерс сам рисовал эскизы костюмов. Ткани для костюмов по своему составу тоже соответствовали реалиям исторического времени. Даже выбранные типажи героев фильма как будто сошли с картин художников того времени. В музыкальном оформлении фильма «Ведьма» использовались аутентичные музыкальные инструменты соответствующего времени и хор. Весь саундтрек фильма создан без какого-либо современного электронного звучания. Соотношение сторон кадра в фильме Эггерса «Ведьма» довольно необычно для современного, преимущественно широкоэкранного кинематографа – 1,6 к 1. Но именно такой формат помогает создать ощущение более замкнутого, ограниченного пространства, к чему и стремился режиссер. Роберт Эггерс хотел было снять фильм непосредственно в Новой Англии, регионе на северо-востоке США, где и происходят события фильма. Но оказалось, что натурные съемки в Новой Англии требовали выплаты немалых налогов. Для фильма с бюджетом, не превышающим $4 миллиона, это стало бы преткновением. Поэтому съемки были перенесены в Канаду, где налоги заметно меньше. По этой причине, кстати, американские режиссеры довольно часто снимают свои фильмы именно в соседней Канаде. В Канаде съемочной командой фильма «Ведьма» был найден крайне похожий на Новую Англию ландшафт. Кроме того, для создания нужной атмосферы съемки проводились только в пасмурную погоду. И надо заметить, что фильм Роберта Эггерса действительно обладает очень целостной, своеобразной эстетической атмосферой. Впрочем, съемки в пасмурную погоду нужны были не только для создания эстетически выразительной атмосферы, но и для убедительности гипотезы о главной причине всего произошедшего. Об этом чуть позже. Актеры говорят в фильме на староанглийском, или можно сказать, что речь героев стилизована под староанглийский язык.
То есть в целом она понятна, но употребляются некоторые вышедшие из употребления формы и обороты. Например, единственное число второго лица. Или «достью» вместо современного «дую» в вопросе. «Tis» вместо «it is», «twas» вместо «it was» в начале фраз. В связи со всей этой частичной своего рода документальностью фильма Роберта Эггерса есть повод вспомнить о другом фильме, о снятой более 100 лет тому назад в Швеции кинокартине датского режиссера Беньямина Кристенсена «Ведьмы». Фильм Кристенсена, вышедший в далеком 1922 году, был снят в формате своеобразного визуального кинематографического трактата, в котором художественный вымысел скомпонован с реальными источниками эпохи Средневековья. О фильме Кристенсена «Ведьмы» я уже упоминала здесь, в записи в сообщество, когда анонсировала это видео, и более подробно писала в своем телеграм-канале «Кино. Психология. Культура». Ссылку на публикацию я оставлю и под этим видео. Один из титров второй части фильма Беньямина Кристенсена «Ведьмы» гласит: «С ведьмами было то же самое, что и с дьяволом. Люди верили в него так сильно, что он стал вполне реален». И возвращаясь к снятому в 2015 году фильму Роберта Эггерса «Ведьма», я еще раз напомню слова Калеба. «Яблони не было, но я ее точно видел». В подавляющем большинстве случаев на протяжении столетий именно так было и с ведьмами. Их не было, но люди их точно видели и даже массово уничтожали самыми разнообразными способами. В одном из интервью Роберт Эггерс говорил о своем интересе к исследованиям Карла Густава Юнга. Основоположнику аналитической психологии Юнгу приписывается кратчайшая характеристика мистики. Мистическое – это продолжение психического. А психическое, добавлю от себя, часто становится следствием физиологического и биологического, и даже химического. При подготовке своего фильма Роберт Эггерс не случайно и не напрасно консультировался со специалистами самого разного профиля, в том числе и со специалистами в области сельского хозяйства. Дело в том, что все происходящее с героями фильма «Ведьма» может быть вполне реалистично объяснено отравлением спорыньей. Вспомните, что они говорят о болезни, которая поразила их урожай кукурузы. И в фильме даже показаны крупным планом початки с почерневшими зернами. Это и есть спорынья. Спорынья – это род грибов, паразитирующих на злаках. При употреблении зараженного спорыньей зерна возникает сильнейшее, вплоть до смертельного исхода, отравление человека и животных. Отравление спорыньей называется эрготизмом и проявляется, среди прочего, умственными расстройствами, галлюцинациями, агрессивным поведением. Спорынья особенно сильно поражает злаковые растения, в том числе и кукурузу, в холодную дождливую погоду, то есть в условиях высокой влажности. В том числе и поэтому Эггерс снимал свой фильм исключительно в пасмурную погоду, чтобы погода в фильме не противоречила гипотезе отравления спорыньей. История знает немало реальных случаев массового отравления спорыньей, своего рода эпидемий. Последний из них был зафиксирован во Франции в 1951 году. Я привожу именно этот случай в качестве примера, потому что это уже 20-е столетие, и он хорошо задокументирован, в отличие от великого множества подобных массовых отравлений в предыдущие века. В маленьком французском городке Понт-Сент-Эспри и в других селениях вокруг него вследствие употребления хлеба из зараженной спорыньей муки около 250 человек испытали симптомы эрготизма. Кроме физических расстройств, у людей наблюдались психозы, кошмары, галлюцинации, судороги, делирий, то есть бредовое расстройство. Были также попытки самоубийства, нападения на соседей и медицинских работников.
Среди прочего, один подросток задушил собственную мать. Что особенно показательно, жители городка не доверяли официальным объяснениям властей, экспертизам и предпочитали верить в колдовство. Они обвиняли в колдовстве мельника и пекаря, говорили о хлебе дьявола, проклятом хлебе, грозились линчевать пекаря. Это, напомню, Франция середины XX века. Можете представить, что в подобных случаях творилось в западноевропейских странах и заселенных европейцами колониях в средние века или чуть позже? Историки считают, что психоз так называемой охоты на ведьм во многих случаях был спровоцирован именно массовыми отравлениями спорыньей. Согласитесь, что с героями фильма Роберта Эггерса «Ведьма» происходит нечто похожее. Галлюцинации, бред, взаимные обвинения, агрессия. И напомню, что спорынья может быть причиной отравления не только человека, но и животных. И если предположить, что животные питались в том числе и какими-то остатками с поля, то даже агрессивное поведение черного козла по кличке Фил тоже вполне объяснимо. Но в какой бы мере не была виновна спорынья, на все происходящее в фильме накладывается еще и разобщение семьи, внутрисемейные конфликты. У отца семейства Уильяма есть не только гордыня, но и изначальное отсутствие должной ответственности за семью. Ведь прежде чем ссориться с руководством поселения, он должен был подумать, что за ним жена и 4 детей. Именно ответственностью за других взрослый человек, глава семейства, отличается от подростка или юноши. Кстати, юные часто выглядят более смелыми, безусловно, честными и порядочными. Именно юные чаще готовы совершать всякого рода революции. Они часто кажутся более отважными. С одной стороны, это все прекрасные качества. Но есть оборотная и темная дионисийская сторона у этой отваги, смелости и решительности – безответственность. Юные часто ни за что и ни перед кем еще не отвечают. Ни о ком конкретно не заботятся, ничью жизнь не обеспечивают. Но когда у человека возникают обязанности, или он, наконец, начинает осознавать свои обязанности по отношению к близким, когда любовь он начинает уже по-человечески понимать как прежде всего заботу, а не только как реализацию биологических инстинктов, то проявление своей жизненной энергии и целеполагания человек в значительной мере начинает обуславливать и согласовывать с ответственностью, любовью и заботой о близких. Более взрослым людям отваге и решительности часто придает фанатизм. Отец семейства в фильме Роберта Эггерса «Ведьма» смел и решителен именно вследствие своей фанатичной веры. По этой же причине он не задумывается вовремя о своей ответственности перед семьей. Да, в конце концов Уильям обращается к Богу со словами: «Это моя вина, я сознаюсь, я лжив, я испорчен гордыней, накажи меня, как пожелаешь, но спаси моих детей». Однако прозрение пришло к нему слишком поздно. Слово «ведьма» впервые в фильме произносит Мерси, девочка из «Близняшек». Вспомните, ребенок приходит к ручью, в котором старшая сестра Томасин стирает одежду отца, и чисто по-детски начинает пугать Томасин. «Я ведьма лесная, прилетела за тобой». На возмущение Томасин: «Почему виновата ты, а одежду отца стираю я?», Мерси отвечает: «Мама тебя не любит, а мне Фил разрешил делать, что я хочу». Кстати, это в пределах нормы, когда маленькие дети фантазируют и рассказывают о каких-то вымышленных друзьях, с которыми они якобы говорят. В фильме «Ведьма» дети-близнецы в качестве такого вымышленного друга избрали черного козла Фила, что совершенно неудивительно, учитывая довольно узкий горизонт их социального общения и представлений о мире вообще.
Вспомним опять же и о соотношении кадра 1:6 к 1, которое было выбрано Робертом Эггерсом для фильма «Ведьма». Предназначение такого узкого кадра состоит в визуальной передаче именно вот этой ограниченности, узости мира героев фильма. Далее Мерси заявляет Томасин, что ее, мол, отпускали к ручью, покуда Томасин не отдала младенца ведьме. Томасин не выдерживает, психологически срывается и тоже начинает свою игру. Она приближается к сестренке со словами «Да, я ведьма», ну и так далее. Мерси на самом деле пугается и отчаянно начинает твердить «Нет, нет». В этой сцене только Калеб сохраняет здравый смысл и пытается успокоить сестер. Он говорит Мерси, что Томасин все выдумывает. Однако можно сказать, что силуэт яблони, которой нет, но ее все точно увидят, начинает проступать. Имею в виду, что ведьмы нет, но она постепенно появляется. В этом эпизоде Роберт Эггерс показывает, как именно порой из детской игры, шутки или с горяча сказанного слова могут возникать далеко идущие последствия. Можно предположить, что и в реальной жизни обвинения в колдовстве нередко начинались именно из-за неосторожно произнесенной фразы, шутки, подобной детской игры, сказанного сгоряча слова, случайного оговора или даже самооговора. К самооговору порой может привести не только шутка, но и отчаяние или желание собственной значительности. Именно так, на мой взгляд, происходит в какой-то момент с приговоренной к аутодафе девушкой в 7-й печати Ингмара Бергмана. А оговор, в том числе детский, порой бывает крайне опасен и в наше время. По сути, исторически изменяется только предмет, тематика обвинения. Рекомендую посмотреть на эту тему прекрасный фильм Томаса Винтерберга «Охота» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В фильме «Ведьма» дети очень разные, кстати, не только по возрасту, но и по характеру. Калеб пытается всех помирить, поет песни на божественную тему. А вот Мерси поет песенки о черном Билле. Причем она не слушается ни Томасин, ни матери, которые просят ее замолчать. Нагнетание ситуации происходит за столом, когда мать начинает обвинять Томасин в пропаже серебряного кубка. Причем ее саркастический вопрос «Волк и его унес, что ли?» показывает, что мать объединяет все свои претензии к Томасин с пропажей ребенка. Затем, услышав блеяние овец, мать фактически лишает Томасин ужина возмещенным замечанием «Томасин, ты села ужинать, не поставив их в загон?» У Томасин, как видим, немало обязанностей. Она много работает и, по всей вероятности, очень устает физически. И вот тут нужно вспомнить о пропаже малыша. Возможно, закрывание глаз в том эпизоде имеет символическое значение. Утомленная Томасин могла просто уснуть вдали от строгого материнского надзора. А проснувшись, она вдруг обнаружила пропажу ребенка. И вот что в таком случае Томасин сказала бы родителям? Вряд ли бы она призналась, что просто уснула и не знает, что с ребенком случилось. Скорее всего, она примерно так все и описала бы, как в фильме показано. На что был бы ее расчет в такой выдумке? Да на то, что они же все и действительно верят в возможность подобных ситуаций. Для их семьи такая таинственная пропажа младенца абсолютно реалистична и возможна. Более того, Томасин могла и выдумать такое объяснение, и сама в него абсолютно искренне поверить. В любом случае, Томасин не является в той ситуации надежным рассказчиком. А что же на самом деле? Мог ли ребенка унести волк или другой зверь? Запросто. Несколько раз даже говорится, что отец ведь и волчьи следы видел. Да и собаку в лесу позже тоже, кстати, вполне мог зарезать волк. Но это все слишком очевидно и просто для такого мира фантазий, в котором живут эти люди.
По той же психологической схеме, по которой Томасин после провокации Мерси начала говорить о себе, что она якобы ведьма, Томасин начинает говорить отчаянную правду после уговоров отца признаться. В конце концов, Томасин сама начинает обвинять в колдовстве близнецов. Вот так между людьми порой начинаются и нагнетаются ссоры. Постепенно, по очереди, все начинают друг друга обвинять и не могут остановиться. И взаимные обвинения нарастают, как снежный ком. Самый, вероятно, критический момент в фильме «Ведьма» – это начинающиеся галлюцинации Кейт. Она вдруг видит на полке тот самый исчезнувший серебряный кубок, видит Калеба, который сидит с маленьким братом на руках. Обратите внимание на важную деталь. Кадры вхождения матери в сумасшествие, в состояние делирия, чередуются с кадрами загона, в котором Уильям закрыл на ночь детей. Слышно, как отрываются доски в том загоне. И потом мы слышим испуганные крики детей. Когда утром Уильям встает с постели, зрители могут и, вероятно, должны заметить кровь на одежде Кейт. И важно, что это ведь уже кадры реальности, а не галлюцинаций. Судя по всему, именно мать в приступе психоза и беспамятства убила ночью младших детей. Позже Кейт будет пытаться убить и Томасин. Напомню, что подобная агрессия является одним из симптомов отравления спорыньей. Финальная сцена – это предсмертная галлюцинация Томасин. То, что Томасин якобы слышит от козла дьявола, не выходит за пределы ее собственных скромных фантазий. Масло на вкус попробовать, красивая одежда, посмотреть весь мир. Уместно вспомнить, что в фильме Бенджамина Кристенсена «Ведьмы», о котором я упоминала, старухе в ее сне о дьяволе снятся хороший дом и очень много монет. Это и в реальной жизни ее цель – заработать как можно больше денег на продаже доверчивым людям якобы колдовских снадобий. В целом, фильм Роберта Эггерса «Ведьма» рассказывает о том, какие ужасы порой массово видели и переживали люди в прошлые времена. То, что мы называем фантастикой, для них было повседневностью и воспринималось как абсолютная реальность. То, что мы видим сегодня в фильмах ужасов, они часто видели, как им казалось, на самом деле. Если люди верят в ведьм, то при стечении обстоятельств они вполне могут сжечь на костре как ведьму какую-то женщину. И уже сам факт свершившегося аутодафе парадоксальным образом будет далее подтверждать для людей наличие ведьм. Ведь, подумают они, не может же все общество ошибаться или быть сумасшедшим. Если будет стоять выбор между признанием своего общества психически и нравственно нездоровым и признанием реального наличия ведьм, то понятно, в каком выборе будут заинтересованы составляющие это общество люди. А еще фильм Роберта Эггерса дает повод вспомнить о таком современном понятии, как постправда. Реальность – это всегда не только то, что есть, но и то, что люди создают в своем воображении, во что верят или что им с какой-то целью внушают другие. Всего доброго и до новых встреч!